Всем большой привет! Сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такого симпатичного единорожку, который не оставит равнодушным ни одного малыша. У него подвижные ручки и красивая грива вот такая. Для вязания нам понадобится 3 цвета пряжи. У меня это акриловая пряжа Элайс. Вот такого мятного, нежно-мятного цвета, 100 грамм на 320 метров. И такой же моточек, но уже светло-серого цвета. Для гривы я использовала вот такую пряжу. Честно говоря, я просто взяла ее наугад, так как она мне понравилась. Тем, что она вот блестит. К основной нити здесь добавлена вот такая как бы металлизированная нить еще блестящая. И смотрится это очень красиво. Вязать мы будем крючком под номером 2,5 или 2. Как вам удобно будет. Также нам нужна будет иголка с большим ушком для сшивания деталей. В качестве глазок я использовала вот такие вот бусинки. У меня есть и глазки, которые приклеиваются. Но я примерила, и мне как-то не очень понравилось, как они смотрятся именно на этой игрушке. В принципе, в процессе вязания я приложу, покажу вам, как они выглядят на этом единорожке, и вы уже сможете сами выбрать. Вязание мы начинаем с головы и туловища. У меня основной цвет будет мятный. Сейчас я вам покажу основные элементы, основные петельки и столбики, из которых будет состоять наша игрушка. Главное это их освоить, и дальше у вас никаких проблем не возникнет. Первое, чему нам нужно научиться, это вязать кольцо амигуруми. Мы указательный палец обматываем ниткой так, чтобы короткий конец был спереди, а основная нить ушла назад. В образовавшееся колечко просовываем крючок, захватываем основную нить и вытягиваем ее через кольцо. Далее берем еще раз основную нить и снова вытягиваем уже через эту петельку. Дальше можно снять с пальчика кольцо и затянуть на крючке эту петлю. Вот что получилось. Теперь вяжем 6 столбиков без накида прямо в это колечко. Заводим крючок внутрь кольца, захватываем основную нить, вытягиваем ее так, чтобы на кольце получилось 2 петельки. Теперь еще раз захватываем основную нить и продеваем ее через 2 петельки. Вот он, один столбик без накида. Нам таких столбиков нужно 6. Вяжем. Итак, мы научились вязать кольцо амигуруми и столбики без накида. Следующий ряд у нас будет 6 прибавок. То есть в каждую из петель мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Это и будет наша прибавка. В те 6 петель, которые мы с вами сейчас связали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбики без накида вы уже умеете вязать, поэтому здесь тоже сложности не возникнет. Итого в итоге у нас получится вместо теперь 6 столбиков без накида, в новом ряду у нас уже будет 12 столбиков без накида.
Первый столбик вяжем 2 столбика без накида. Раз. И в эту же петлю еще 1 столбик без накида. 2. Это прибавка 1. Теперь в следующую петлю снова 2 столбика без накида. Раз. 2. Итак, мы провязали 2 ряда, научились вязать кольцо амигуруми, столбики без накида и поняли, что такое прибавка. Далее я не буду снимать весь процесс на видео, а выложу фотографии последовательно каждого ряда, то есть чтобы у вас было с чем сравнивать, что должно получаться в каждом ряду и что получается у вас. В 15 ряду я связала 5 столбиков без накида. Следующая у нас идет убавка. Вообще убавка может делаться 3 разными способами, но самый аккуратный это тот, который я сейчас покажу. Крючок вводим в следующую петлю, но не во всю петлю, а только в переднюю стенку, та, которая ближе к нам. Следом вводим также крючок в следующую петлю, тоже за переднюю стенку. Таким образом на крючке у нас будет 2 передние стенки 2 петель. И теперь мы захватываем основную нить и протаскиваем ее через обе стенки. Вытягиваем. Снова захватываем основную нить и протаскиваем через 2 петельки. И вытягиваем. Тянем немного за основную нить, чтобы подтянуть все петельки наши. Вот она убавка. Итак, в 15 ряду у нас 5 столбиков без накида, убавка. Следом идут опять 5 столбиков без накида, убавка. И так до конца ряда. Всего в этом ряду у нас получится 36 столбиков без накида. Аналогично вяжутся и последующие ряды, вплоть до шеи. Поэтому далее будут идти опять же фотографии. Итак, туловище у меня связано. Вот таким оно получилось. Все эти ниточки я потом заправлю при помощи иголки. Чтобы процесс вязания не показался вам скучным, давайте следующее свяжем гриву. Вяжется она очень просто. Для этого нужно сделать
первую воздушную петлю таким вот образом. Основную нить мы просовываем в это колечко и затягиваем на крючке петельку. Вот она, первая петля. Теперь нам нужно набрать 11 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Вот она, цепочка из 11 воздушных петель. Далее мы начинаем в каждую воздушную петлю провязывать по 3 столбика без накида, начиная со второй петли от крючка. То есть считаем 1, 2 и вяжем во вторую 3 первых столбика без накида в одну петлю. 1, в эту же петелечку второй столбик, 2, 3, 3 столбика без накида. Теперь в следующую петлю вяжем тоже 3 столбика без накида, и так до конца цепочки. Я закончила вязать, провязывать цепочку из 11 воздушных петель. Это у нас получился один вот такой вот локон нашей гривы. Таких локонов нам нужно 6-7 штук, в зависимости от того, какую объемную гриву вы хотите получить. Можно вязать их одинаковой длины, то есть по 11 воздушных петель. А можно вот дальше, не обрывая нити, продолжаете набирать, снова повторяйте те же действия. То есть набираете вверх воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Я с каждым новым локоном увеличиваю количество воздушных петель на 3-4 штуки, чтобы локоны получались длиннее. Так они смотрятся красивее. Вот. И также набрали цепочку из воздушных петель и опять начали провязывать в каждую петлю по 3 столбика без накида, начиная со второй петли от крючка. То есть 1, 2. И так, не обрывая нити, вяжутся все локоны. То есть вся грива. Аналогичным образом вяжется и хвостик. В хвостике у нас 2 локона.